Так, ребят, всем привет. Мне тут задали вопрос в солнечном клубе, что за новый такой совет мира собирает Трамп, что это вообще за организация, для чего она, потому что сейчас она начала активно продвигаться, и кто-то говорит, что она как там будет конкурировать с ООН, кто-то говорит, что это как новая система управления какая-то. В общем, очень многое непонятно, зачем эта структура вообще создается и какие она будет выполнять функции новые в мире. Посмотреть это на тонком. Я сначала думала записать в телеграм-канал «Древние души». Я там уже записала одно свое видение, пока оно у меня было недавно, вот буквально на днях. И решила тоже записать уже на YouTube, чтобы со всеми поделиться на YouTube, да, уже большой ролик. Потому что думаю, что многим будет интересно, что же за совет мира такой, для чего он вообще создается и почему. И сейчас я буду записывать этот ролик и вместе с вами смотреть на тонком эту организацию. Во-первых, идет эта организация, как знаете, вот смысл ее в очищении. Я не знаю, что это означает по полностью, но вот такое ощущение, что вот ООН, да, есть такая международная организация, которая, по идее, должна разбираться как раз-таки вопросами мировой безопасности, международного права и так далее. Там есть какие-то свои правила и прочее, но как будто ООН, она по факту, там приглашенные страны, которые там выступают, да, и так далее, они как будто ничего не решают. То есть я не вижу того, что там вообще можно на что-то повлиять. То есть, знаете, как будто вот это вот собирается все, да, какой-то вот круглый стол, все собирается, и там бла-бла-бла, 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 но фактически у этих стран нет власти, понимаете? То есть там невозможно ничего решить за этим столом переговоров, там можно только говорить, что-то там обозначать, ну, знаете, вот бла-бла-бла, бла-бла-бла, вот такое идет, но каких-то реальных действий, даже если многие страны, там 70% стран, которые сидят за этим столом, они с чем-то согласны или хотят что-то сделать, это нереально. Как будто все на одном бла-бла-бла заканчивается, все. И ты ничего не можешь сделать, как будто вот в этой организации у всех связаны руки. Прям вот все сидят, и у них руки связаны. Они ничего не могут сделать. И как будто, знаете, сама эта организация как-то связывает руки. Вот я не могу понять, но как будто люди, которые состоят в этой организации, то есть не люди страны, да, ну или люди, которые выступают в этой организации, да, от стран. И даже вот страна и люди, которые управляют этой страной, да, находясь в этой организации, у них связаны руки. То есть как будто эта организация связывает руки. Ты наоборот, не то, чтобы ты можешь решить что-то, да, то есть она себя так позиционирует в мире, что эта организация нужна для того, чтобы решать какие-то вот такие моменты войны и мира, да, именно как миротворческая некая организация, но по факту она связывает руки. Она не дает тебе ничего сделать. То есть ты смотришь, допустим, что где-то происходит какая-то война или еще что-то, ну не знаю, вот давайте подумаем там, допустим, на Ближнем Востоке, на каком-нибудь там происходят какие-то боевые действия, боевики, допустим, или еще что-то, и ты на это смотришь, и ты не можешь на это повлиять. То есть как будто сама эта организация, она делает так, что у тебя связаны руки, и ты не можешь ничего делать, только смотреть на это, и не можешь никак на это повлиять. То есть она делает тебя бессильным. Я не знаю, почему так. Те, кто вступал в эту организацию, именно ООН, они думали изначально, что они вступают в организацию как раз-таки для предотвращения мировых войн, для того, чтобы все было хорошо, да, для того, чтобы там как-то централизировать и, как сказать, вот контролировать этот мир, да, то есть чтобы мир
был более безопасным, подконтрольным, да, для того, чтобы все жили в мире, в согласии, чтобы в каждой точке мира, да, были какие-то стандарты, то есть человечности, да, стандарты человечности и того, что защищает личность индивидуума, да, вот что-то такое. То есть это было за гуманность, это было за какое-то высшее благо, но по факту, когда они шли на вот это высшее благо, то есть страны, да, видимо, главы государств, страны, когда они вступали в этот союз так называемый вот этого ООН, они были жестко обмануты. То есть их как будто загнали в ловушку собственных действий. То есть то, что они вступили в эту организацию, им обещали одно, а по факту их связали обязательствами какими-то, да, вот такое идет, то есть как будто их связали обязательствами, и эти обязательства, они их полностью, знаете, как обесточили, как вот связали по рукам и ногам, связали в плане, что ты не можешь ничего сделать, даже пошевелиться как-то, да, внутри этого кокона, вот как паук, он вьет кокон, да, свой, ну, то есть муха попала в сеть, и он такой в кокон ее сразу оборачивает. Но здесь как будто, знаете, вот в этой организации те, кто попал в нее, те, кто зашел в эту организацию, то есть не зная о том, что это на самом деле вот такая паучья ловушка, они пришли, а вместо того, чтобы дать вот обещанный вот это мир, там согласие, еще что-то, их просто обмотали вот так вот в паутину, то есть в кокон, и при этом оставили только голову. То есть голова не обмотана, да, а все остальное вот как в кокон такой в плотно обмотали, что ты не можешь пошевелиться, не можешь ничего сделать, да, ты бессилен, ну даже не то чтобы бессилен, сила у тебя есть, но ты не можешь вообще ее использовать, ничего, потому что тебя вот этими обязательствами какими-то, вот еще раз идет слово обязательства, обмотали со всех сторон, и ты можешь только говорить, только бла-бла-бла-бла-бла, вот как говорящая голова. И никаких реальных действий ты сделать не можешь в отношении тех, допустим, кому ты хочешь помочь. Ну, я не знаю, давайте там представим, что какая-то страна, да, и вот там какие-то террористы, там убивают женщин, детей, там еще что-то, и никто не может вмешаться, то есть, ну, допустим, какая-то страна хочет остановить это, или кто-то хочет вмешаться жестко и сказать, что вот если там вот эти вот какие-то, ну, вот Афганистан, допустим, возьмем, где происходили вот последние действия ужасные, да, и до сих пор там творится, ну, не очень хорошее, вот, и никто, то есть, ну, есть многие, кто хотел бы на это повлиять, даже на Ближнем Востоке, вот есть страны, которые бы хотели там установить какой-то свой порядок, которые бы не хотели, чтобы там под их, да, соседством развивались какие-то, ну, там, террористические структуры, условно, там, и так далее, но они связаны, то есть по рукам и ногам они ничего не могут сделать, потому что иначе они вот как будто нарушат вот этот устав ООН, да, то есть устав, в который они сами и подписались в свое время, участие в этом во всем, да, вот в этом совбезе или как-то так, то есть как будто вот это все их просто уничтожает, то есть не дает им реально влиять на мир, а те, кто владеет этой организацией, реальные владельцы, да, это как раз такие глобалы. Вот идет, что как ВОЗ, да, вот структура вот эта, как ООН, это все управляют этими структурами, да, по факту. То есть не какие-то страны, не какие-то лидеры стран, то есть, ну, нереально, да, вот правители, которые состоят в этих структурах, а управляют этим финансисты, какие-то люди с большими деньгами, да, которые вообще не относятся ни к одной стране, а они пытаются управлять всем миром. И то есть при помощи этих организаций, то есть как раз-таки ООН, там, да, ВОЗ, ну вообще вот по большей степени ВОЗ и ООН, они управляют, получается, странами другими как марионетками, то есть они таким образом через эти структуры, которые они же создали, почему-то по большей степени идет после Второй мировой, что ли, вот такого вот плана, им пришло это в голову,
что они, эти страны все, да, вот, чтобы больше такого не свершилось, чтобы больше такого не было. Давайте там создадим эту организацию там и так далее. Но по факту как бы лидерами этой организации или теми, кто этот устав какой-то, да, ООН, я не знаю, там, этот устав как бы несет и чтит, то есть какие-то есть люди там, которые занимают какую-то наиглавную позицию или позиционируют этот устав. Я не знаю, я не могу толком объяснить, кто это, я не знаю, как эта организация вообще действует, да, но по сути она создана для того, чтобы связывать только и управлять. Связывать и управлять. Вот только так. И этим занимаются глобалы. То есть нет там такого, чтобы страны действительно могли голосовать, что-то там делать, да, предотвращать какие-то войны, там, предотвращать какое-то насилие в мире и так далее. Нет. Есть только то, что при помощи вот этой структуры идет манипулирование глобальными схемами в мире. Вот такое идет. То есть это как одна из точек давления для манипуляций теми или иными странами. То есть вот как-то вот так. То есть глобальная элита пользуется, и это мощный инструмент в руках этой глобальной элиты. Генассамблея ООН и ВОЗ. Это две вот эти структуры мощные, которые они прям, знаете, как инструменты, одни из самых главных инструментов в руках вот этих финансистов-глобалистов. То есть, условно, сейчас вот есть правительство, да, но не во всех правительствах всех стран сидят люди-глобалистов. То есть так они не могут прям взять и за всеми там управлять, да. Но есть определенные страны, где сидит марионеточное правительство или люди, близкие к, да, то есть полностью подчиненные. В основном это Европа, почему-то сразу всплыл Макрон, то есть там вообще этот душу продал, я еще давно как бы тоже его говорила, он душу продал, он должен был вообще другую жизнь вести, не быть президентом, быть врачом, но он продал душу за то, чтобы занимать пост, который он не должен был занимать в жизни, да, то есть по своему контракту, который он шел на землю, да, с каким воплощением, то есть с каким контрактом на воплощение, что он должен был стать врачом, но он стал президентом. И понимаете, кто там за ним стоит, да, то есть эти структуры, вот это как темная религия, в которой он состоит завязаны еще, вот Мерц, там очень много кто, очень много элиты в США, поклоняющиеся вот этому всему, они есть и в России, они есть и везде. И так или иначе, они, те, кто поклоняется вот этой темной религии, да, глобалистической, они работают на глобалов, но они не могут полностью манипулировать, понимаете, всеми структурами в мире, потому что не только они живут, но это одни из вот этих ниточек. Они одни из ниточек, при помощи которых глобалисты управляют процессами мировыми. Но помимо этого есть темные рынки, черные рынки, да, которые приносят очень много денег. То есть это картели. Помимо этого есть еще с нефтью что-то связано, нефтяные ресурсные рынки, да, нефтяные рынки, которые тоже с этим связаны. Помимо этого есть вот эти глобалистические структуры различные, то есть ВФ, Всемирный экономический, да, форум. Кстати, меня порадовало то, что сейчас вот был создан ВФ, да, там обычно разговаривают о том, как там людей, там, как там Швабра говорит, да, люди не будут ничего иметь в собственности и будут счастливы. То есть обычно там обсуждается, как нас там будут стричь, как овец, да, как мы будем жить, как хомячки в клетках, вот, даже без собственных мозгов, у хомячков хоть свой мозг есть, а мы будем и без мозга жить с чипами в голове там и так далее, и будем счастливы от этого. Обычно там вот такое что-то обсуждается, а тут просто обсуждался Трамп, Гренландия там и так далее, и всем было не до чипов в голову, а думали, как это вообще что-то там делать. Ну, то есть все вот эти вот глобалистические повестки, они куда-то там на второй план ушли, и
все, вот весь этот форум заняло, вообще там балаган был, то есть даже идет с тонкого, что это был балаган, то есть не то, как они обычно привыкли там проводить вот это, то есть как будто сам вот этот форум, он тоже, знаете, как ритуал, один из вот этих ритуалов темной религии был, да, где они вот это все рассказывали там и говорили, проводили, и при этом проводили какой-то ритуал, который через вот этот форум, его же транслируют там по всему миру, рассказывают и так далее, то есть выливался в массы в виде какой-то энергии. И тут как будто этот ритуал, который уже у них был поставлен на некий поток, был нарушен, то есть он был нарушен, и творился сущий балаган, вот такой идет сущий балаган просто там творился. И никакого ритуала этого не состоялось в том виде, в котором он состоится обычно. Вот такое ощущение, что ниточка еще. Вот помните, я в одном из прошлых видео, да, тоже, когда мы про международное говорили, я с тонкого считывала, я говорила, что идет такое, как будто вот глобалистам, да, они как кукловоды, и у них вот ниточки к рукам привязаны, много-много ниточек, при помощи которых они управляют миром. И вот эти ниточки, они отрезаются. Тут отрезаются там, чтобы у них вот эта вот, ну, степень давления, да, вот эту снять, чтобы они уже не могли так управлять, чтобы у них уже все это выходило из-под контроля. То есть тут ниточка, там ниточка, здесь ниточка, вот это вот все вот так отрезают ножницами. И вот такое ощущение, что то, что был нарушен вот этот форум, в первую очередь, да, то, как он прошел в Давосе, то есть было нарушение какого-то вот этого ритуала. Это тоже как одну из ниточек отрезали, да, ну, то есть не отрезали, а повредили. Она какая-то, знаете, она не полностью отрезанная, вот идет, как будто наполовинку отрезали. Вот ниточка держится это, но она как будто истончилась. Дальше то, что сейчас ООН, да, он есть, но люди, как будто вот создается вот эта коалиция желающих, это не коалиция желающих, вот как это там Франция, да, там насчет Украины они собирались, нет, а как будто это вот именно что страны, да, даже не конкуренция, нет. Что это за совет, союз этот? Что они хотят сделать с этим советом мира? Что это за союз, совет мира? Что он должен сделать? Он должен быть действенным. То есть он должен действия делать. Действия. Он не будет, не то, что он развяжет руки, он их не будет завязывать. И опять же вот идет начало века империализма. То есть когда империи решают судьбы стран или судьбы вот мира. Еще не до конца сформировался договор. Этот совет мира, там будут какие-то пункты пересмотрены, потому что будут договоренности. Крупные лидеры захотят крупного мнения. Крупное мнение — это то, что вот есть председатель, да, у этого совета, и он как бы несет последнее слово, но будут те, кто тоже захотят нести какое-то более весомое слово. Не просто быть участниками, да, а быть как представителями более такими какими-то важными. Это начало конца. Такое ощущение, что старое вот это вот, знаете, старое рушится. Я вижу почему-то европейские замки, знаете, как будто система вот Габсбурги, Барухи, какой-то Генрих, я не знаю, Чарльз, Леопольд, те, кто давали присягу темного крещения и поклонения. То есть вот этой религии, но здесь что-то другое, знаете, здесь как будто когда-то давно были вот эти короли, там, да, французские там и так далее, то есть вот, которые именно захватчики, то есть которые управляли там странами Европы, были колонистами там и так далее и тому подобное, да, какие-то вот эти
прям рода, которые и дальше развивались. То есть даже где-то кто-то проводил исследование, что все вот эти вот Обамы там и прочее, да, они все там в каком-то там поколении это связано с вот этими королями там английскими, французскими и там так далее и тому подобное. И будто они вот до сих пор где-то продолжают нести корону и скипетр. Я не знаю, то есть как будто вот их эпоха не закончена еще. Они сейчас продолжают править миром. Почему-то Габсбурги идет тоже. Борухи, Габсбурги, Леопольд, Чарльз. Я не знаю, что это значит, но что идет, я то и говорю. Они продолжают из поколения в поколение иметь власть. От их души тянутся нити какие-то. И эти нити тянутся в единую точку, которая вот эти нити как будто со всего мира вот так вот тянутся в единую точку. Она почему-то в Европе, в Англии. И там как будто происходит какое-то жертвоприношение, да, на престоле. Ритуал, который дает власть над миром не тем, кто сидит, правители, да, вот там президенты и так далее в странах, а тем, кто несет вот эту линию крови. Почему-то идет Баруха опять. Или Борухи, или Барухи, я не знаю. То есть они всплывают, и они как понимаете, они как будто за кулисами какими-то находятся. То есть фактически сейчас подытожу. Вот смотрите, да, есть организация, вот эта ООН открытая, допустим, в ней сидят там все бла-бла-бла, 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 а сделать ничего не могут, потому что фактически какие-то решения вот в этой организации, да, принимают те, кто никого не показывают по телевизору, которые находятся за кулисами, да, а именно вот эти Борухи или Барухи или кто они там. То есть не только они, но еще какие-то люди. И никто с этим ничего сделать не может, потому что никто не может там выйти и сказать, вот знаете, вот есть какие-то вот такие люди, они нам мешают там принимать решения и прочее. И, ну, что-то делать, да, или как-то так. То есть потому что там это все строго контролируется как-то. И, знаете, тут, то есть вот этот Совет мира Трампа, да, о котором он объявил, что вот будет создаваться вот этот Совет мира Трампа, это как создание, да, это вызов, в первую очередь, это вызов, большой вызов вот этим структурам, да, которые именно управляют из-за кулисья, то есть вот эти Борухи, Бурухи, Чарльзы, я не знаю, вот то, что мне шло, да, не знаю, вот этим вот силам, что мы бросаем вам вызов, то есть как будто вот Трамп, да, и не только Трамп, а вот тот, кто вместе с ним, они как бы бросают вызов и говорят, мы хотим создать независимую организацию. То есть именно создание независимой организации, и они приглашают туда другие страны. То есть и эти страны, там тоже есть какие-то договорники. То есть есть какие-то договорники заранее, да, которые были обговорены, как будто не сам Трамп только это придумал. То есть что вот я создаю такую независимую организацию и так далее. Нет, это обговаривалось. Это обговаривалось как минимум с Си Цзиньпинем точно. Эта идея зрела достаточно давно у людей, которые состояли в ООН, да, и стояли ну, скажем так, которые видели, что это ловушка, что их на самом деле не дают им, да, вот эта вот структура, не дают им делать так, как они хотят. Почему Си Цзиньпинь вот мне пришел, да, почему он? Потому что вот именно эта организация по большей степени очень сильно мешает наладить Китаю вот их проблемы уладить, которые у них идут с Тайванем. То есть им давно хочется уладить процессы, которые происходят на Тайване, для того, чтобы внутри страны не было раскола, да, для того, чтобы наконец-таки страну, ну, привести к какому-то единству, да, бесконфликтности, чтобы у них не было внутри страны какого-то слабого места, чтобы было всеобщее, ну,
единство. А это, получается, им специально вот как будто вот этот Тайвань сделали какую-то занозу такую, да, что они, а, ну, живут во внутреннем конфликте для того, чтобы ими умело манипулировали. То есть это как точка давления, на которую можно надавить, да, и сказать, а вот мы можем вами управлять, да, вы вот через это. И как раз-таки ООН, то есть вот эта структурная организация, в том числе является тем, что связывает Китай, то есть да, по рукам и ногам, не давая ему сделать полностью контроль обрести в своем же регионе, да, в свою страну погрузить в мир и согласие. Я сейчас не буду рассматривать, что там за конфликт в Таиланде, я только говорю о том, что чувствуют те или иные люди, да, что они хотят или не хотят. То есть я считываю только их эмоциональные порывы и все, а не обсуждаю, что там правильно или неправильно с этим Тайванем, да. Я просто говорю, что для них вот эта структура, она является такой, которая связывает руки и не дает, то есть привести там к миру. То же самое мы можем видеть, как протестные акции, допустим, где-то внутри каких-то, я не знаю, стран, которые, ну, хотят там уладить, да, правители, а им там вот осуждают, там их и говорят, вот, вы там не даете мирным гражданам, которых нанял Сорос, сместить правительство там и так далее. Ну, то есть вот эти вот моменты, то есть это какие-то моменты манипуляции, давления, да, то есть даже не то, что там другие правители что-то хотят сделать, а то, что глобалисты делают, да, внутри, то есть управляют, да, внутри стран, разводят какие-то свои политические хотелки, то есть как они хотят управлять миром, и чтобы другие страны ничего не могли сделать, они через эту вот эту структуру ООН манипулируют этими странами для того, чтобы они не могли даже сопротивляться, понимаете, чтобы внутри их страны глобалы делали все, что хотели. Вот так вот. И поэтому вот эта организация ООН, она уже костью в горле стоит у очень многих. Ну, кроме тех темных, которые на нее работают, да. И здесь момент, то есть создание действительно независимого какого-то совета, независимой организации, которая бы была каким-то, ну, вызовом. Вот опять же идет слово вызов. Они как будто сейчас вот обрубили вот здесь, вот здесь, вот здесь картели там ослабили, тут ослабили, там ослабили, обесточили Европу, обесточили то, обесточили это. И на фоне того, что глобалы обесточены, да, вот как-то вот немного, они кидают вот этот вызов, что нет, мы хотим сами решать, да, мы хотим свободы, мы хотим действовать, мы хотим, и вот мы вам кидаем вызов, что, знаете, как будто это вот какая-то вот, как мне, знаете, тоже почему-то сейчас пришло в голову, вот я сейчас очень много, да, делаю, в том числе в солнечном клубе, то есть я помогаю людям избавляться от их внутренних болей, связанных с как раз-таки манипуляциями, которые там внутри общества, внутри социума проходили, да, на личных консультациях это разбирают, то есть люди, шрамы, вот эти вот, знаете, раны не заживающие на душе очень долго, там детские травмы так называемые держат в себе, да, не могут пройти из-за этого, они не могут дальше шагнуть, да, не могут свободно жить и делать в этом мире то, что они хотят, то, чтобы они, то есть выполнить свою миссию, свое предназначение найти и так далее, то есть эти все страхи, неуверенности, все боли, болезни, ограничения, да, в своей же голове, которые были выставлены им, ложные ограничения, все это мешает понять себя, понять свою миссию, да, познать, для чего я здесь, что, для чего я сюда пришел, да, что я здесь хочу реализовать и так далее. Я вот сейчас людям помогаю с этим. Вот, в солнечном клубе очень много информации по этой теме, чтобы самому работать, да, и очень много ребят, которые помогают с этим. Так вот, а к чему я это? Очень сильно похоже, знаете, это на то, когда
Вот человек, который долго находился под влиянием манипулятора умелого, то есть абьюзера, да, манипулятора, он постоянно, то есть был в жертвенной позиции, то есть перед этим манипулятором. И когда идет сепарационный период, как раз-таки, когда я там помогаю вот человеку набраться внутренней силы для того, чтобы он мог сказать нет, да, или мог дать отпор вот этому абьюзеру, он вот этой внутренней силы набирается, и в коем-то веке, когда вот абьюзер в очередной раз начинает манипулировать им, он может дать ответ и сказать нет, то есть бросить вызов вот такой, да, и сказать, вроде как шатающийся такой еще это, да, но уже обретя какой-то внутренний стержень, то есть какую-то внутреннюю силу и стержень для того, чтобы на равных, да, или как-то даже вот с какой-то шаткой позиции, но бросить вызов и сказать, я хочу жить свою жизнь так, как я хочу, да, или я имею право жить свою жизнь так, как я хочу, а не как кто-то там хочет, чтобы я ее жил. Вот очень сильно с этой эмоцией, знаете, отчаянной эмоции, где-то такой дерзкой эмоции, где-то внутренне пропитанной каким-то вот страхом перед тем, что я это говорю, но я нашел в себе силы, да, волю и все вот этот вот вызов кинуть. То есть это большая эмоция силы внутренней, которая проявляется в этот момент. И эта эмоция очень сильно похожа с тем, что вот сейчас выразил, да, Трамп, когда объявил о создании вот этого Совета мира. Очень сильно похоже. Это прям вот, знаете, я до сих пор где-то всегда поражаюсь вот этому третьему закону, да, создателя, все фрактально. То есть, а фрактальность, она заключается не в том, что вот цветочек похож там на раковину или еще что-то такое, да, или вот вселенная там похожа на, ну, не знаю, там раковина похожа там на вселенную, завитки и так далее. Нет, фрактальность это абсолютно не это. Потому что это все формы. Форма может занять, ну, любая быть, да, материя может принять любую форму, которую мы пожелаем. Другое дело, фрактальность в понимании, в опыте, да, что вот то, что происходит внутри нашей психики, ну, фактически, то есть, допустим, вот жертва и манипулятор, да, вот они вместе, вот это вот, да, абьюз, там, абьюзер и жертва, вот как происходит взаимодействие, как жертва там вырывается из-под влияния абьюзера, да, то же самое мы можем увидеть на большем, когда целая, допустим, страна, да, социальная группа, да, вот во времена там, особенно сталинских времен, да, когда вот происходит манипулирование на уровне государства людьми, да, и люди, допустим, вот при Гитлере то же самое, да, когда манипулируют на уровне государства людьми, и люди поддаются этой манипуляции, поддаются вот этому общему хаосу, да, хиосу, которые потом, когда вот все это проходит, говорят, о, что мы наделали там, да, когда вот эти вот приговоры были, когда офицеры там СС и так далее, их там допрашивали, они говорят, мы не понимали, что мы творим, мы не понимали, да, что мы делаем, то есть под какой степенью манипуляции они находились. И целый мир — это тоже своя внутренняя экосистема, понимаете, этого мироздания, этой параллели, который тоже происходит свой опыт, то есть это проходит тоже этот опыт внутри ее внутреннего сознания, да, на уровне целой параллели, то есть целого тоже единого коллективного разума, где происходят точно такие же процессы. Это удивительно, то есть если кто-то дорастет до вот этого момента, да, или дорос до этого момента и будет способен увидеть, то есть с высоты уже, да, вот эти, как происходят подобные вещи, да, подобные фракталы, это просто удивительно. Это ни на что не похоже, это удивительно, и ты понимаешь, насколько жизнь, она действительно что-то вот бау, бомбическое просто, да, в своем сотворении. Это, знаете, и вот эти вот все там разговоры о ракушке, которая похожа там на Вселенную, они вообще кажутся каким-то, не знаю, детским лепетом, потому что фрактальность, она удивительна вообще в абсолютно других вещах.
То есть то, как Вселенная рождается, и то, как рождается ребенок, в то, как рождается душа, и в то, как идет первое зачатие яйцеклетки, да, и так далее, и тому подобное. Это все вот это фракталы. То, когда мы формируем себя, и формируется, как там Вселенная формируется, душа, да, тоже получает опыт, душа планеты и так далее. То есть фракталы внутри нас, фракталы снаружи, да, то есть мы все являемся так или иначе фракталами большего и прочее. Вот это удивительные вещи. Ладно, я уже затягиваю, ребята, но я надеюсь, вы поняли, да, вот основной смысл. То есть вот этот совет мира — это реальный вот такой вот шаткий, все, но вызов вот тех, кто всю дорогу находился в жертвенном состоянии, то есть вызов мира, считаю, да, вот этим глобалистам на самостоятельность, на принятие самостоятельных решений. И я надеюсь, что этот вызов, он будет громким, потому что действительно сепарация этого мира от манипуляций глобалистов должна состояться и должна состояться вот-вот. То есть я не скажу, что завтра, послезавтра, но мы уже на пороге вот этого начала, да, или уже на пороге времени вот этой сепарации. И я считаю искренне, что очень многим ребятам, которые до сих пор находятся где-то под тем пониманием, что я вижу, да, что я хочу избавиться от того, чтобы вот мной манипулировали. Я хочу, чтобы там увидеть, да, где эти манипуляторы, как они выглядят, как выглядят манипуляции и так далее. Я советую всем им присоединиться, в том числе к Солнечному клубу, потому что там эта тема разбирается очень хорошо, там очень много подкастов, которые вот прямые эфиры, они все есть записи, там куча информации по этому поводу, там постоянно идет обратная связь администраторам, там моя, да, есть обратная связь ребят, которые все это проходили, которые научились видеть эти манипуляции, да, вы можете там поделиться своим опытом, получить поддержку и так далее, потому что это основное сейчас, то есть выходить и сепарироваться от манипуляторов, да, от манипуляций на уровне не только там мира и стран каких-то, да, то есть, каждый человек должен внутри себя начать выходить из вот этого состояния того, что он поддается на манипуляции, то есть перестать быть тем, кто находится в жертвенной позиции, а стать именно тем, кто находится в позиции силы, да, чтобы давать отпор и манипуляторам, и вот этим лярвам, и вот этим всем демоноидам, и в том числе чувствовать себя сильными, да, вот почувствовать свою внутреннюю силу перед теми же самыми вот этими глобальными структурами для того, чтобы их просто отсюда уже наконец-то выгнать, и чтобы наш мир обрел вот эту автономность и целостность. Ну а вы помните, что каждый из вас может к этому тоже приложить свою руку, тоже приблизить тот момент, когда наконец-то уже все человечество проснется, и многие люди увидят правду и начнут работать над собой, над тем, что происходит, да, выходить из манипуляций мира и прочего. Для этого много не нужно, достаточно поставить лайк этому видео, нажать кнопочку подписаться и написать комментарии, поделиться этим видео и этой информацией с тем, кому она действительно нужна, потому что из многочисленных опросов людей, которые нашли мой канал, они говорили, что они очень-очень долго искали правду, но никак не могли ее найти, никак не могли найти меня. И когда они нашли мое видео, нашли мой канал, они были безмерно счастливы тому, что наконец-то они нашли то, что искали. И каждый из вас должен понимать, что где-то сидит 1, 2, 10 тысяч таких людей, которые просто не могут увидеть это видео,
видео из-за того, что YouTube не дает им рекомендации. А рекомендации получить очень просто. Достаточно активности тех людей, которые меня слушают, которые смогут сделать, не так уж и много, просто написать спасибо в комментарии, поставить лайк, просмотреть это видео полностью, поделиться с кем-то. Таким образом, и те люди, которые ищут эту информацию, но не могут найти, для них она станет более доступна. Но у меня на сегодня все. Всех вас люблю. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока.